1600 километров от Москвы и 80 до государственной границы с Финляндией. Дикая северная природа и отдаленность от известных туристических мест и городов. Как говорят, сюда едут за тишиной и спокойствием. А мы, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать вам. Здравствуйте! Или, как здесь говорят, Тервехтулес. Мы на севере Карелии, в маленьком, но очень живописном поселке Калевала, где сохранился фольклор и быт целого народа, от которого пошло название республики Карелов. И сейчас отправимся в этнокультурный центр. Истории поселка, который расположился на берегу живописного озера Средняя Куйта, примерно 4 столетия. По одной из версий, карелы обосновались здесь еще в XII веке. За это время Калевала стала тем самым местом, где собраны обычаи, традиции местного населения и где сегодня можно узнать много интересного и порой удивительного. Например, как звучит карельское счастье в исполнении кантеля. Это такой местный музыкальный инструмент, родственник гуслям. Мне посчастливилось попасть на репетицию ансамбля кантелистов, и сейчас я чуть-чуть попозорюсь, но попрошу, чтобы Юрий Александрович, руководитель, научил меня тоже играть. Научите? Марина, все очень просто. Всего 5 струн. Положите на колени, прижмите вот так, большие пальцы сверху, прижмите к корпусу. Не, а что на спинку стула-то? А что ноги на цыпочках? Двигайтесь вперед. Вот, руки сверху. Положили. Вот так, сверху, вот сюда. Вот на этот колок, чтобы подушечка руки. Ну, так вы будете удерживать инструмент, как бы, да? Не, это будет в третьей волне. Вот такая штучка. Да. Еще раз. Да. Поехали. 2, 3, 2, 1. Еще раз так же. Еще. Наверх. Повторяем. Спасибо! Ну что? Мне очень понравилось! Ничего. Да, очень здорово и так душевно звучит. Спасибо большое. Вы супер. Не за что. Так то, что нам передано от предков, надо передать дальше нашим детям, внукам. Чтобы не было провала в этой цепочке. В этнокультурном центре можно не только узнать все о Карелах, но и примерить и даже купить национальный костюм. Как мне? Разные геометрические фигуры в орнаменте на одежде у карелов символизируют силы природы и призваны привлечь к человеку здоровье, богатство и любовь. С большой любовью здесь сделаны и все экспозиции, которые появились благодаря этнографическим экспедициям. Тут есть и фотографии, и традиционные предметы быта северных карелов, и их одежда. Ну, а нам пора дальше. Предание гласит, что именно под этой сосной Элиас Лёнрод записал национальный поэтический эпос «Калевала». Некоторые исследователи даже ставят его в один ряд с гомеровской «Илиадой». Если совсем коротко, то состоит эпос из 50 рун, которые повествуют о начале мира. Руны — это не буквы и не камни с символами, это древние эпические сказания карельского народа в виде песен. Они-то и заинтересовали финского лингвиста Элиаса Лёнрота, который в середине XIX века записывал по местным деревням карельский фольклор.
Потом он начал систематизировать руны и собрал целый эпос, который стал мировой сенсацией. А еще Калевалу можно смело назвать музеем под открытым небом, потому что здесь сохранились уникальные образцы северного деревянного зодчества, например, как этот дом. Знакомство с культурой карелов можно совместить и с активным отдыхом. Мы остановились на турбазе около Калевалы. Здесь можно отлично отдохнуть, а еще, судя по всему, хорошо выспаться. За моей спиной самый большой ловец снов в мире. По крайней мере, так говорят. Ну, а я пойду на велике покатаюсь. А в Калевале и в окрестностях есть на что посмотреть. Например, на старинные и живописные карельские деревни Хайкаля и Юшк-озеро. Особый колорит последней придают навесные мосты через реку Чиркакень, которые соединяют две части деревни. А вообще здесь в окрестностях больше 1000 озер и рек. Сам Велобог не мог бы придумать лучшего места для велопрогулок. Кстати, о богах, духах и прочей мистике. Слушайте, ну Карелия — это и правда какой-то магический регион, потому что здесь каждое дерево, каждый камешек обещает, что желание, которое загадаешь, исполнится. Вот и сейчас мы на лестнице счастья. Сделав определенные действия, пройдя до конца и загадав это время желания, оно должно исполниться. Что ж, будем проверять. Ну что скрывать, теперь мое желание обязательно вернуться в Карелию, где до сих пор сохранилась нетронутая природа, где царит атмосфера невероятной простоты и добра. Но понять всю прелесть Севера можно только пообщавшись с местными жителями, познакомившись с легендами и мифами этого удивительного края.